Привет, уважаемые подписчики! У нас сегодня важный день. Мы заканчиваем серию роликов про удаление красок брови. Это финальное изгнание, третий по счету сеанс лазерного удаления. Работать мы сегодня будем на лазере модели М, наша L-ка на техническом обслуживании. И впервые за все время мы будем удалять не 532 насадкой, а 1064. Сейчас мы покажем вам заживший результат с апреля, охладимся и будем удалять. У нас сегодня отдельная тема про работу с заглублениями. Мы про их уже показывали в прошлом видео. В чем суть? Разные длины волн проникают в кожу по-разному на разную глубину. Сейчас имеет смысл говорить о волне 1064, потому что мы работаем этой насадкой. И она, в отличие от других волн, способна проникать в кожу до гиподермы, то есть прямо до жировой ткани. Но это не значит, что она способна воздействовать на частицы пигмента, которые лежат на такой глубине. К сожалению, с этим ничего не поделать, так как это физика, и на практике вы вряд ли сможете почистить клиенту кожу при таких сильных заглублениях. Проблему эту не решит ни дорогущий лазер, никакой не Пикашур и не какие-нибудь китайцы, по той причине, что это не особенность технологии и не имеет никакого смысла работать на экстремальных мощностях, потому что все, что вы сделаете, это только повредите кожу вашему клиенту. Нужно запомнить, что от высокой энергии не зависит глубина проникновения волны. Поэтому мы советуем работать деликатно, вычищать верхние слои кожи и учиться доносить до клиентов, что удаление некачественного перманентного макияжа – это довольно долгий и нудный процесс. Так, сеанс мы провели, и, как обычно, на 2 недели я ухожу заживать, и по итогу показываем заживший вариант спустя 3 лазерных удаления. Так, у нас прошло 2 недели. 2 недели заживала рука после лазера. Еще раз напомню, работали мы в этот раз насадкой 1064. И это, в общем-то, финальный итог, на котором мы заканчиваем наш эксперимент по удалению красок. Сейчас по каждому цвету проговорим. Получается, первый и самый проблемный для нас в нашем случае, потому что здесь у нас были заглубления вот в этих местах, серая гавань. Удалился он достаточно круто, особенно вот в этих вот 2 местах линии прям вообще исчезли, можно сказать, на 90%. Что случилось с местами, где были заглубления? Именно вот здесь. Намеренно заглублялись, но тем не менее смогли проработать, и серый цвет практически исчез. Связано это, как оказалось, не с тем, что мы пробили дерму и имплантировали краски достаточно глубоко, а с тем, что просто имплантировали достаточно большое количество материала, именно самой краски сюда. Поэтому мы видели тот самый серый цвет. Лазером нам удалось достаточно сильно сбить контрастность, поэтому в дальнейшем, я думаю, все удалится вот до такого результата. Дальше. Спелая пшеница и веснушка. У нас на желтой основе доминирует желтый цвет, поэтому фактически все, что от них осталось, это небольшая желтизна. Рекомендации по работе, если получили вот такие результаты по удалению, просто использовать краску на красной основе, более красную. Вот. Единственное, что портит здесь картину на пшенице, веснушке и каштане, это пигментные пятна. Это мои особенности, они у меня образовались после удаления, которые были в предыдущем ролике, потому что там была довольно высокая энергия, и я вот так среагировал, придется их убирать. Веснушками между делом все равно, несмотря на желтую основу, он достаточно красный, и тем не менее никакой красоты нет, удалился он хорошо, осталась только такая еле заметная середина у него. Жареный каштан, особо комментариев тоже никаких нет, кроме пигментного пятна вокруг него, он хорошо удалился, и шоколад вообще сбит практически тоже на 85%, по-моему. Мы сравним это сейчас с результатом после первичной процедуры, и можно будет, в общем-то, увидеть все и более подробно разглядеть.
Эпопея длиной в 1,5 года у нас заканчивается на этом видео. Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. В общем-то, было круто, мне было интересно, надеюсь, что было интересно всем. До скорых встреч, пишите комменты, подписывайтесь в Инстаграме, потому что удаления все равно еще будут продолжаться. А потом я, может, еще какой-нибудь кавер себе сделаю. Кавер сделаю, все, на этом заканчиваем. Пока-пока. But I'm so tired of wandering.